В этом видео мы отправимся на остров Кадба, поплаваем, полетаем, все это поснимаем и расскажем вам, что же тут можно поделать, а чего делать не стоит. Мы уже 4 года живем в Ханое, иногда хочется просто выбраться из ханойской суеты. Для нас таким местом стал один из самых больших островов в бухте Халон, это Кадба. Это уже наша 7-я поездка, и нам есть что вам показать и рассказать. Давайте смотреть. Давайте представлю нашу компанию. Интеллигентный. Юлик, Кристина и Вита. Добраться на остров можно на машине, байке, автобусе и даже вертолете. Сегодня очень жарко, и хотя обычно мы ездим на байке, этот раз решили арендовать машину. Через приложение Miota сняли машину. Работает по типу Airbnb. Люди сдают свои авто, с нас залог, паспорт, ну и, конечно же, деньги. На остров можно попасть на пароме, скоростном катере, либо канатке. Если есть время, лучше отправиться со стороны Халонга. Паром идет вдоль скал, выходит такой мини-круиз за пару долларов. Мы же выбрали самый короткий, но не самый интересный путь. Со стороны Хайфонга, куда приезжают обычно автобусы из Ханоя, особо ничего интересного нет. В выходные дни бывает плотничком. Всего 15 минут, и мы уже на острове. На острове довольно много отелей, но большинство из них похожи на больничные палаты, в которых оставаться совсем не хочется. Но после этого раза мы нашли хороший вариант. Это Mountain View. Теперь мы останавливаемся только здесь. Аккуратно наступи на собаку. Еще буквально год назад, когда мы останавливались вот там, было все сплошное болото, и ничего не было вообще. Сейчас там уже все разрыли, перерыли, какие-то каналы сделали, и там будет какой-то 5-звездочный отель. А на фоне всего этого вот тут обычные работяги моются с ведра. Поэтому в этом весь там просто.
сейчас расскажу. Так как мы часто остаемся в этом отеле, нам поменяли бесплатно номер вот этот маленький, без санузла и вообще без ничего, на номер побольше, вот там. Наш чемодан уже катится. На острове довольно много деревушек и один небольшой городок Катба-таун. На Катбе есть всего один основной пляж, где купаются почти все туристы, и в праздники сюда лучше не попадать. А то будет примерно так. Когда мы здесь были на майские праздники, даже отель, который мы забукали, оказалось, его просто не существует уже несколько лет, и нам пришлось по месту искать что-то другое. Так, нашли номер за 900 тысяч, самый дешевый. 900 это не так уж и мало. Вот, открой эту штучку, шкатулку. Вот Там, эту? ниже. Там мне страшно. Вот эту? Да. Вообще это легче. Ну ладно, жаль, не мой размер. Вот так похоже. Даже балкон есть. Балкон, провода, там можно в половине Катбе это электричество, отрезать. Ну, как за 900к норм, то что нам предлагали под валями. Там душ, мини-душ. Блядь, а где мыться? Справа. А где мыться? Что это? Окошко такое интересное. Жизнь на острове протекает довольно медленно. Примерно так же здесь и готовят. Полчаса-час дождаться своей пиццы, либо макарошек без котлетки вообще без проблем. Путем проб и ошибок мы нашли пару кафешек. Это My Way, Like Coffee и Yummy. Последняя с годами подпортилась. Последний раз Кристине достался комплимент от шеф-повара. Самое странное, знаешь, тебя спросят на старости лет, ты скажешь, что я только не ела, да? После 7 лет в Азии волосы, мухи, либо другая живность в еде уже не вызывает никаких эмоций, но Кристине есть что добавить. Из самого необычного, что мне попадалось в еде во Вьетнаме, это была металлическая проволока в котлете. И это прям было вообще неприятно ее жевать зубами. Ее жевать неприятно. Подожди. Также мы решили позавтракать в 5-звездочном отеле в Катба Резорт. Стоит это всего 350 тысяч, почти $15. Зачем так быстро снимаешь? Ты поснимай завтра.
Также решили проверить номера, которые здесь предлагают выходные по 4,5 миллиона. Возможно, это того стоит, но мы чекнем это в другой раз. Но все же решили зайти и посмотреть. Тоже предлагают за эти деньги. Мы как будто модели идем сниматься для промо-ролика их 5-звездочного отеля. Да. О, 15 этаж, хорошо. Этот апартамент. Так, ну допустим, это алкогольный номер, и знаешь, это для своей вещи. Вау. So this is the type that we have the balcony. We have the deluxe type with the ocean view, but the balcony is small, so we can put any chair and table outside. So this one is higher than the standard type. Yeah. So the pool deck more like much more better because it's Ну, красиво, красиво. Они здесь все засадили. Очень это же сколько красиво. работы проделано, чтобы это все здесь засадить. Да, каком? Да, пройти. Да. Юлик, Okay, а thank you. вам кайфа. Thank you. Немножечко disappointed, что мы уходим отсюда. Так, ну с жильем и едой мы справились. Теперь давайте покатаемся по острову. Повторяешь? Для прогулки также можно арендовать велосипед, либо что-то посерьезнее. Но вообще я имел в виду скутеры. А можно вообще никуда не ездить, а просто прогуляться вдоль моря.
Смотреть на это все со стороны, конечно, интересно, но давайте подберемся поближе. С вечера забронировали лодку, должны были закупиться едой, но сделали все в последнюю очередь, поэтому будем есть попкорн. Лодка везет нас в бухту, откуда уже можно плыть на каяке, куда глаза глядят. Ты тоже хочешь? Просто заинтересовался этим, да? Обгоняй. Также здесь очень популярны круизы. Прямо с Ханоя забирают, возят на подобных лодках с питанием, каяками, экскурсиями и отвозят обратно. Но я такой вариант не пробовал, поэтому давайте вернемся к каякам. Не знаю, пригодится вам это или нет, но на каяке желательно плавать сидя и не вставать в полный рост, а то будет как-то так. Где? Телефон в итоге нашли, но JBL-ка отправилась на тот свет. В скрипте к этому видео еще до поездки я хотел сказать, что обязательно ставьте метку, откуда отплываете на каяках, и скачивайте оффлайн-карты. И угадайте, что мы не сделали. Короче, вернулись мы на 1,5 часа позже, наплавались. Что из этой поездки вы запомнили больше всего? Вид, как спится. Понятно, очень хороший комментарий. Насмотрелись на скалы снизу, давайте теперь поднимемся повыше. Посреди острова расположился национальный парк с пещерой и домиком на скале. Входной билет 80 тысяч за все. Но пещера, как по мне, ничем не примечательна. А вот прогулка до домика куда интереснее.
Как вам хайкинг? Тяжело. Я на пляж. А? А что это за помолвка? Потому что я рукой так касаюсь. Что на пляже? На пляже лучше полежали бы. Так и запишу. А? Ну, я. Подводочку сделать? Да, я уже сделал. Открыть? Это ж было не это, это ж было видео. А. Это реальные эти, чтобы Это чтобы не реальные было, эмоции, да? чтобы не было, что ой, классно, типа побежали, попрыгали, там вообще такие активные, да? Да, я в конце. А по факту, что каякинг, что хайкинг, весь течешь, не хочется ничего делать, но надо. Thank you. No, not good. Так, это небольшой привал перед самой вершиной, перед пиком. Это всего лишь 800 метров дорога. What's that for you? Oh, we have. Thank you. a big bottle. Thank you. Хо-хо-хо, ладно, а то стоило. Да? Посмотри. Вау. Несмотря на мое лицо, подъем довольно несложный и занимает минут 45. А виды открываются на все 360. Строна, конечно, красиво, но хочется увидеть все сами. Самим хочется все увидеть, поэтому давайте полетаем сами. В ковидные времена мы бронировали полет за $50 с человека. Сейчас же цена примерно $85, что тоже окей. Полет будет длиться 15 минут, а по ощущениям всего пару. Так что успейте насладиться видами. Я, честно, не успел. Очень все быстро происходит. Очень быстро. Ну, вот и все. Что думаете? Ой, было отлично. А на самом деле? На каяке я больше не хочу идти. А ты ведь... Все понравилось. Все, ведь ты уже... Давай сначала. Ты уже играешь. Да, вот поэтому я хотел записать. Ну ладно, не, на самом деле как было.
Все понравилось? Так. Ну, хорошо. Буду рассказывать, как Лене, знаешь. Вот она ж не спросит, как. И что ты ей скажешь? Скажу, что Кадба открылась по-другому, потому что мне вообще сюда ехать не хотелось после того, как я была 2 раза. Все было серо, Это было туманно. зимой. Это было зимой. Да, зимой здесь делать особо нечего. И прикольно, что это место недалеко от Ханоя. Сюда можно приехать на любых выходных. Недорого зачилить, попасть на море, похайкить, покаякить. Покаячить. Вот. Покорячить. Покорячиться. Да, можно и просто поваляться на пляже, то есть кому что нравится. Поэтому советую, рекомендую. Приеду еще. Держи. Спасибо. Вот подошла к концу эта поездка, но на это лето у нас еще большие планы. Мы собираемся в Гонконг и Канаду, так что увидимся в будущем.